Привет, друзья! Я заметила, что многим понравилась запеканка из лаваша с творогом и изюмом, которую я пекла ранее. Ссылочка на видео появится здесь. Поэтому сегодня хочу поделиться с вами очередным легким рецептом запеканки, но на этот раз с творогом и сыром. Вместо привычной сметаны и кефира для начинки мы будем использовать ряженку. Нам понадобится лаваш, ряженка, 3 яйца, сладкий соленый сыр, сахар и творог. Для этого рецепта я купила кукурузный лаваш, поскольку мне очень понравилось сочетание этого лаваша с сыром, творогом и ряженкой. Вы можете использовать любой тонкий лаваш на ваше усмотрение. Он может быть круглой или прямоугольной формы. Готовим начинку. Я использую магазинный творог от проверенного производителя, очень нежный, который не нужно протирать через сито. Отправляю к творогу сыр, 2 вида. Этот сладкий, очень хорошо тянется, и соленый сыр, благодаря которому нам соль добавлять сюда вообще не нужно. Помимо этого добавлю 2 яйца, 3 столовые ложки сахара, чтобы сбалансировать вкус начинки, и пару столовых ложек ряженки. Перемешаем все ингредиенты, и начинка готова. Эта замечательная ряженка пахнет топленым молоком. Добавляю сюда 1 яйцо. Хорошо взбиваю до однородности. Этой смесью мы будем смазывать слои нашего пирога. Для выпекания я буду использовать круглую форму диаметром 28 сантиметров. Застилаю ее пергаментной бумагой, которую я смазала растительным маслом, и выкладываю сюда первый слой лаваша. Смазываю его смесью из ряженки с яйцом, а сверху уже буду выкладывать вкусную начинку. На первый слой можно положить побольше ряженки. Вот так. И сверху начинку. Не слишком толстым и не слишком тонким слоем. Стараемся, чтобы все слои были более-менее одинаковыми. Накрываем следующим листом лаваша и проделываем все то же самое. Таким образом формируем весь пирог. Смазываем последний верхний слой ряженкой, и сюда я положу сыр, то есть посыпем это все тертым сыром, чтобы корочка была красивая и румяная. Кстати, поскольку мы используем ряженку, она может немного растекаться, поскольку она все-таки более жидкая, чем сметана. Но не переживайте за края лаваша, они очень хорошо пропекутся, и будет цельная красивая выпечка в итоге, когда мы достанем ее из духовки. Перед тем, как отправить пирог выпекаться, дайте ему постоять примерно 15-20 минут, чтобы лаваш хорошо пропитался ряженкой. Тогда пирог будет невероятно мягким и сочным. Затем отправьте в духовку на 30 минут и выпекайте при температуре 180 градусов. Аромат этой выпечки невозможно передать словами, он просто восхитительный. Чтобы пирог на самом деле покрылся такой аппетитной корочкой, я увеличила температуру выпекания до 200 градусов за 10 минут до готовности. Пирог обалденно вкусный, начинка нежная-нежная, просто тает во рту. Можно подавать его к чаю или с любым напитком. Идеальный пирог для перекуса, или иногда мы его кушаем даже вместо хлеба с определенными блюдами. Попробуйте, я надеюсь, что вам очень понравится. Друзья, спасибо огромное за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте оценки, а мы будем радовать вас новыми вкусными рецептами каждую неделю. Всего вам самого хорошего, до очень скорого!